Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. Хайп и все участники BTS, как сообщается, были потрясены, но не из-за камбэка и не из-за релиза новой музыки, а из-за короткого визита Кима Тахьона на выставку типографического искусства Type. Без тизеров, без официальных анонсов и без единого слова промо его появление вызвало глобальный эффект ряби, который по оценкам превысил $5 миллионов США. Это не просто спекуляция, а наглядное доказательство того, как один шаг Тахьона способен всколыхнуть всю креативную индустрию. Согласно широко распространяемым сообщениям, влияние этого визита стало ощутимым всего за несколько часов. Название выставки Type резко взлетело в мировых поисковых запросах, билеты были распроданы гораздо быстрее ожиданий, а международные СМИ начали освещать художественное событие, ранее известное лишь узкому кругу. Многие называют это явление версией современного искусства того, что теперь именуют эффектом Тахьона, силой естественного продвижения, которую не может купить даже самая дорогая реклама. Больше всего мир поразил тот факт, что Тахьон пришел как обычный посетитель, не как амбассадор и не как официальный гость, но именно в этом и заключалась его сила. Когда его фотографии начали вирусно распространяться, типографическая выставка в одночасье превратилась из тихого арт-пространства в центр мирового внимания, а ее популярность взлетела за одну ночь. Теперь обратимся к детали, которая всегда пробуждает любопытство публики. Образ Тахьона в тот день. В повседневном стиле, выглядящем просто, но предельно выверенном, Тахьон вновь доказал, что мода не обязана быть кричащей, чтобы оказывать влияние. Его куртка, по оценкам, была от люксового европейского бренда и стоила около $2800. Брюки в земляных оттенках оценивались примерно в $1200, а повседневная кепка, сначала выглядевшая совершенно обычной, неожиданно стала самым разыскиваемым предметом после того, как фотографии стали вирусными. Ее цена оценивалась в $600–800 США. Минималистичная, но эксклюзивная обувь, которую он носил, предположительно стоила более $1500. В общей сложности стоимость образа Тахьона во время этого короткого визита оценивалась более чем в $6000 или почти 100 миллионов рупий. Но больше всего внимание привлекла не цена одежды как таковая, а аура Тахьона, словно оживлявшая каждую деталь и делавшая все более ценным просто потому, что это носил он. Именно это по-настоящему поразило руководителей индустрии, включая Хайп. Все эти последствия возникли без какой-либо промо-стратегии, без рекламных контрактов, без пресс-релизов и без цифровых кампаний, лишь присутствие Тахьона, камеры фанатов и сила естественной вирусянсии. Брендинговые аналитики даже назвали этот случай редким примером полностью заработанных медиа. Продвижение на $5 миллионов обычно требует месяцев стратегии, но Тахьон создал его менее чем за один день, в одиночку. Популярность Тахьона теперь выходит за рамки определения кей-поп-айдола. Его воспринимают как глобальную культурную икону, человека, чье присутствие способно изменить ценность пространства, продукта или даже художественного события. Неудивительно, что теперь многие бренды и институции стремятся хотя бы к тому, чтобы Тахьон просто появился у них. После того, как новости о визите разошлись по всему миру, эффект домино стал неизбежен. Глобальные медиа перестроили свои повестки, чтобы обсудить феномен, получивший название «прикосновение Тахьона», новый термин в индустрии, который описывает то, как его простое взаимодействие может мгновенно повысить экономическую и культурную ценность. Многие наблюдатели считают, что этот эффект выходит далеко за пределы просто славы. Это крайне редкая форма социального влияния даже среди мировых знаменитостей. Сообщается, что посещаемость выставки выросла на 400% всего за 3 дня после того, как фотографии Тахьона стали вирусными. Галерея, ранее относительно спокойная, теперь оказалась заполнена длинными очередями, а онлайн-билеты были распроданы менее чем за час после первой публикации в соцсетях. Организаторы даже признались, что им пришлось продлить часы работы из-за уникального наплыва посетителей. Это влияние не ограничилось миром искусства. Модные бренды, связанные с образом Тахьона в тот день, зафиксировали рост поисковиков до 300%, а похожие товары моментально были распроданы на различных платформах электронной коммерции в Азии и Европе. Модные аналитики называют это явление V-ориентированным потреблением, трендом, который органически формируется под воздействием визуального образа и имиджа Тахьона.
Одной из самых вирусных деталей стала характерная поза Тахёна на корточках перед изображением искусства. Эта простая поза стала символом его искреннего личного наслаждения искусством. Фотография превратилась в позитивные мемы, фан-арт и источник вдохновения для профессиональной фотографии. Во многих комментариях писали: Тахён не просто смотрит на искусство, он становится его частью. С точки зрения искусствоведов, кураторы типографической выставки выразили восхищение вниманием Тахёна к деталям и его визуальной интерпретацией. Анида Сайра писали этот момент как бессловный обмен между двумя формами искусства – изобразительным искусством и искусством человеческого присутствия. Некоторые типографы даже публично поблагодарили его, заявляя, что присутствие Тахёда помогло их работам быть оцененным и признанным международной аудиторией. И, может быть, это самая интересная часть всей истории. Не было громких объявлений, не было грандиозной сцены, не было ослепительных софитов. Был всего один человек, который пришел, посмотрел и ушел, но оставил после себя настолько глубокий след. Короткий визит Тахёна на типографическую выставку – это не просто история о вирусянсии, цифрах и экономической ценности. Это напоминание о том, что подлинное влияние не всегда говорит громко, иногда оно приходит в тишине, в медленном шаге, в искреннем взгляде на участок искусства. Тахён не пытался быть в центре внимания, он не пришел, чтобы что-то продвигать, но именно поэтому мир обратил на него внимание, потому что его присутствие ощущалось настоящим, не наигранным, не созданным для камеры. И в эпоху, когда почти все спланировано, такая искренность становится редкостью. Все, что произошло потом – рост посещаемости, распроданные билеты, гонка мировых медиа за освещением – лишь побочные эффекты. Суть этой истории не в том, что выставка стала популярной или что одежда была распродана. Суть в том, как один человек может изменить значение пространства, просто присутствуя в нем самим собой. Для многих Тахён – айдол, для индустрии – культурная сила, но для искусства в тот день он был всего лишь зрителем, и, может быть, это была его самая важная роль. Он напомнил нам, что искусству не всегда нужны длинные объяснения, иногда достаточно остановиться, посмотреть и почувствовать. И, может быть, именно поэтому этот момент так сильно запомнился многим, потому что за всей суетой индустрии развлечений Тахён показал нечто очень простое – даже тишина может иметь огромное значение. Поэтому, когда мы говорим об эффекте Тахёна, может быть, мы имеем в виду не только миллионы долларов или глобальные тренды. Может быть, мы говорим о редкой способности присутствовать полностью, без повестки, и все равно вдохновлять мир. Спасибо за просмотр. Если вам нравятся такие разборы, не забудьте поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео. До встречи в следующем обновлении, где один маленький момент снова может рассказать большую историю.